Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я плела вот такую сумку с звездочками, которую я назвала красная и черная. Расскажу, как плела застежку. Расскажу про новые хлинетены. Они завинчиваются. Расскажу вот про эту застежку, цепочку, из чего она и где брала. Вот так застегивается. Как плела ручку, я рассказывать не буду. Я ее уже показывала, поэтому под видео дам на нее ссылку. И сплела еще в таком варианте. Но здесь застежка уже плетеная. Расскажу и покажу, как плела ее. Ну, вот такие две сумки у меня получились. Берем ленту длиной 110 сантиметров и делим пополам. И так надо разрезать две широкие ленты, чтобы у вас получилось 4. Эти ленты, которые по 110 сантиметров, чем-нибудь отметьте. Я вот наклеила изоленту только на эти 4 ленты. Теперь берем две ленты, которые у нас длиной по 110 сантиметров, выравниваем и укладываем. Немного раздвигаем и чем-нибудь тяжелым прижимаем. Можно со второй стороны прижать. Теперь берем ленты по 95 сантиметров и вот так на угол просто кладем. И тоже прижимаем. Так, берем следующую ленту 95 сантиметров. Под низ горизонтальный. Сверху снизу. И сверху. Следующую ленту берем 95 сантиметров. Так, здесь мы укладывали снизу, значит здесь сверху. Сверху, снизу, сверху, снизу. И теперь вот этот шестиугольник нужно стянуть и закрепить булавками. Следующую ленту берем 110 сантиметров. Укладываем снизу. Здесь на 2 сверху. И последнюю, 4-ю ленту берем 110 сантиметров. Здесь мы под низ укладывали сначала, потом сверху. Здесь наоборот. Сначала сверху, затем под 2 снизу. Так, проложили мы эти 4 ленты на донышко. И лучше всего булавками вне рабочей зоны, вот сюда подальше где-нибудь, их приколоть. И с этой стороны. В связи с тем, что мне не понравилось работать с дисками, я решила закрепить все ленты иглами. Так, теперь с этой стороны прокладываем одну. Смотрите, вот этот наклон идет под горизонтальную, но сверху наклонной. Значит, сверху наклонной, под горизонтальную,
сверху наклонной. И под все горизонтальные уходим. И эту ленту, которую только что проложили, желательно закрепить, потому что они разъезжаются. Так, теперь, соответственно, с этой стороны берем, смотрим. Здесь эти ленты идут сверху горизонтальных. Значит, под низ этих кладем. Под низ. Под низ. Сверху. Здесь у нас под низ должна идти. Здесь сверху и сверху. Так. Следующую ленту берем. Вот, наклонные идут сверху наклонных. Сверху. Дальше вот под горизонтальные. Здесь 4 проложили, значит, с этой стороны прокладываем. Здесь они идут под этими, под наклонными, но сверху горизонтальных. Значит, под наклонные, сверху горизонтальных. Прикалывай. Следующую ленту берем, смотрим. Вот наклонные, они под низ горизонтальных идут. Значит, под горизонтальную, сверху на наклонную, под горизонтальную, сверху на наклонную, опять под горизонтальную, сверху на наклонную, под горизонтальную и сверху на наклонную. Ну и приколоть можно. Так, здесь у нас 5 лент, здесь 4. Значит, теперь сюда прокладываем. Берем еще одну ленту. В этом направлении укладываем. Смотрим, как они лежат. Они лежат сверху на горизонтальные, но под наклонные. Значит, сверху под наклонную, сверху горизонтальной, под наклонную, сверху под наклонную, сверху горизонтальный, и под эти 2 наклонные. Следующую ленту берем, укладываем в таком направлении. Смотрим. Эти ленты идут сверху горизонтальных, но под наклонные. Значит, сверху, сверху,
сюда под наклонную, сверху горизонтальной, под наклонную, и сверху горизонтальной, но под все наклонные. Так, с этой стороны у нас 6, с этой 5. Значит, мы должны сюда положить еще одну. Смотрим. Здесь под горизонтальные, но сверху наклонных. Значит, под горизонтальную, сверху наклонной, под горизонтальную, сверху наклонной, под горизонтальную. И сверху всех наклонных. 7-ю ленту прокладываем в этом направлении. Так, укладываю 7-ю ленту. Под низ этих. Следующую ленту берем, с левой стороны кладем. Еще одну проложим с этой стороны. Сверху и под низ горизонтальных. И в этом направлении. Сверху горизонтальных. Вот в этом направлении. Но под низ наклонных. Следующую ленту кладем сверху горизонтальных.
Теперь с этой стороны укладываем. Здесь у нас идут они под наклонные. Значит, под наклонные. Под наклонную. Сверху горизонтальный. Под наклонную. И сверху горизонтально. Так, еще одну кладем в этом же направлении. Значит, снизу и сверху горизонтально. Теперь укладываем в этом направлении. Вот, смотрим. Идут снизу горизонтальных, но сверху наклонных. Снизу. Сверху наклонной. Снизу. Сверху. Снизу. И сверху. И еще одну ленту кладем в этом же направлении. Под низ. Сверху. Под низ. Сверху. Под низ. И ушли сверху. Так, значит, я решила на этом донышко закончить. Донышко измеряется вот от этой полосы до этой. В пределах 9 сантиметров. И здесь 32 сантиметра. Чтобы получилось дно, нужно, чтобы шестиугольники располагались вот так. Значит, для этого нужно 4 горизонтальных, в моем случае. А если вы хотите шире, то надо добавить еще 2 горизонтальные. Не одну, а 2. С этой стороны и с этой нечетное количество лент. Должно быть нечетное количество. Вот у меня 11 и 11. Теперь будем загибать. Дно будет проходить вот так. Загибаем по направлению. Значит, вот это горизонтальное относится к дну. Здесь тоже. Не вертикально, а так, как идет лента. И все ленты загибаем внутрь. Для удобства работы я вставила внутрь пеноплекс, несколько кусков, которые соединила скотчем. И прикрепила булавками и стянула. Для чего я стянула? Потому что раздвигается узор. Вот. А теперь он жестко сидит. Так, теперь нужно уложить ленты так, чтобы которые наклонены в правую сторону лежали под всеми левыми.
Вот правая под левыми. Вот они. Все внизу. И так по всему периметру. Берем 2 ленты. Снизу, сверху, снизу, сверху, снизу. Сверху, снизу, сверху. Так, сверху, снизу, так, вот видите, она выскочила. Она должна быть под ними. Сверху, снизу, сверху левых, снизу правых. Сверху, и вот так внутрь заправляем. Вот эта лента туда уходит. Значит, правый наклон все под левыми. Так, укладываем сюда. И прячем хвост. Ну, вот примерно так. Так, это у нас вот сюда должно уйти. После того, как проложили одну ленту, правый наклон, вот они вправо идут, чтобы все лежали под левыми. И опять переходим к тому же боку, откуда мы плели. Так, теперь берем вторую ленту. Здесь снизу, сверху, снизу, сверху. Снизу. Сверху.
снизу, сверху снизу. И здесь по направлению. После того, как проложите ленту, все, которые идут с наклоном вправо, положите под левые. Вот, проверьте. Так, вот здесь под левую. Эти ленты стягивайте. И прокладываем следующую. И опять начинаете сбоку. Так, проложила я ленты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лент. Чтобы соты не расползлись, закрепила булавками. Берем еще одну ленту. Те ленты, которые идут в правую сторону, проверьте, чтобы они все лежали снизу. Вот, все они снизу. Теперь между наклоном вправо и наклоном влево вставляем полоску. Вот она вставляется вот так. Теперь берем верхнюю ленту, которая в направлении влево. Заводим за горизонтальную ленту перед этой. И по направлению вставляем здесь сверху. Сюда снизу. Здесь сверху. Снизу. И теперь затягиваем. И прижимаем. Опять берем верхнюю. Вот она. Под горизонтальную. Сверху горизонтальной.
Затягиваем потуже. Итак, все передние ленты заправляем. Вот, за горизонтальную. Здесь под низ. Затягиваем все как следует. Потом подтянуть еще можно будет. Ну, тут уже понятно, по направлению и затягиваем. И так закладываем все ленты, которые передние. После того, как я загнула все ленты, которые шли в этом направлении, вот они, поскольку лента узкая, хвостик под ней оставлять проблематично, лучше его отрезать. Осторожно, нижнюю не зацепите. И так обрезать все хвостики. После того, как обрежете все хвосты, эту ленту загибаем, укладываем на загнутую, прям по ней. И уходим вот под эту горизонтальную. Тоже затягиваем и зажимаем. Если кто не может зажать как следует пальцами, возьмите либо круглогубцы, либо плоскогубцы и зажмите. Давайте еще одну уложим. Четко на эту ленту кладем. И протягиваем вот под этой горизонтальной. И затягиваем. Так, затем смотрим, как она идет. Сверху. Затем снизу. И это также заправляем. Вот. Можно еще пониже.
Итак, заправляем все оставшиеся ленты. Ну вот, закончила я загибать ленты и обрезала хвостики. Вот такая сумка получилась. Можно оставить такую сумку. Единственное, что донышко придется вырезать и вставить. Так что можно и с такой сумкой ходить. Ну, а я сейчас буду заполнять этим ячейки. Взяла красный цвет. Беру 2 полоски. Тоже 95 сантиметров. Ширина такая же. То есть половину основной ленты. Лучше начать сбоку. И протягиваем эти 2 ленты, вот так вместе сложите, между ними. Впоследствии мы их раздвинем. А сейчас можно для удобства складывать вместе. Ну, я считаю, в принципе, здесь ничего сложного нет. Когда пройдете по всей окружности, закончите под последним перекрестком, ленты раздвинете. Чтобы вот так у вас получилось. И так вы проходите все ряды до донышка. А донышко уже я вам буду показывать отдельно. Проложила я все красные ленты, заправила хвосты. И теперь переходим к донышку. Проложили 2 ленты. Верхнюю красную убираем, чтобы она не мешала. Укладываем нижнюю. Здесь из-под черной вышли. Сверху на красную. Под красную. И между черными. Опять на эту. Сверху и под низ.
И так плетем до конца. Переходим к верхней красной. Если здесь лента лежала сверху, значит мы должны зайти вот так снизу и вот здесь вывести. Теперь по этой же линии сверху, вот между двумя черными, и так до конца. Следующую ленту берем, находим центр и будем этот ряд заполнять. Вот центр. Так, под черную, под красную. Верхняя лента под черную. И под красную. Вот сюда. Так, это у нас верхняя. Так, теперь мы дошли вот до этого места. Мы все так же заходим между этими лентами. Туда вниз. Под черную. Вот здесь она должна выйти. Потому что мы уже одну линейку проплели. И опять сюда. Ну и дальше уже по этому же принципу. Так, это верхняя у нас пошла. Теперь нижнюю. Так, берем еще одну ленту. Середина.
середина. Так, теперь это у нас нижняя лента. Тоже под черную, как всегда мы шли, вот между двумя черными. Теперь сверху на красную и вот здесь выходим. Так, здесь туго. Вот так разделить. Значит, так, сверху на красную. И вот здесь выйти. Так. Опять сверху на красную. И вот так. Так, дошли мы вот до этого места. Так, теперь заходим вот под черную. Отгибаем ленту. Заходим сверху. И вот первая звездочка получилась. Так, ну и дальше. Здесь это внизу, значит, это должна быть сверху. И так до конца. Верхнюю красную ленту надо проложить под черной. И выйти между красными. Вот так. А нижнюю ленту проложить под черной на красную и под красной. Так, под черную на эту красную. И вот так.
И теперь эту же красную, которая нижняя, под черную, и должна пройти. И под эту. Так, ну и дальше опять. И под черные выйти. И так далее до конца этого ряда протягиваем. Так, верхняя красная. Вот она идет под первой красной, но сверху второй. Вот первая красная, под нее надо, под черную. И дальше, вот под этой черной, и здесь выходим между красными. И так дальше тянем.